Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот кролика по имени Зайка. Вяжем ушки. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Это мы провязали первый ряд, следующий ряд второй, и в этом ряду провяжем одну прибавку. Вяжем в одну петлю 2 столбика без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд третий. В этом ряду вяжем 2 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка. В этом ряду у нас должно получиться 4 петли. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд четвертый. В начале ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. В конце ряда вяжем одну прибавку. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд пятый. В начале ряда, кстати, в предыдущем ряду у нас должно получиться 6 петель. Итак, следующий ряд пятый. В начале ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В конце ряда вяжем одну прибавку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 8. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующие 8 рядов с 6 по 12 включительно вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Провязали. В конце последнего ряда также мы вяжем воздушную петлю, и далее мы сделаем обвязку столбиками без накида по всему вот этому краю. По бокам мы провяжем по 12 столбиков без накида. На этом уголочке мы провяжем одну прибавку. Благодаря этому ушко у нас останется заостренным. И по этому краю мы провяжем 8 столбиков без накида. Итак, я провязала по этому краю 12 столбиков без накида, дошла до уголочка и здесь за стеночку петли провяжу 2 столбика без накида. Продолжаем обвязку по краю, вяжем следующие 12 столбиков без накида, и при этом вот этот хвостик будем прятать вовнутрь вязания по ходу вязания. Возьмем его вот так, положим вдоль вязания. И вяжем столбики без накида. Дошли до нижнего края и далее вяжем 8 столбиков без накида. Заканчиваем наше вязание соединительной петлей. Желательно это сделать крючком меньшего размера. Протягиваем рабочую нить и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Хвостик пряжи прячем в последнем ряду, и одно ушко у нас готово. Второе ушко вяжем точно так же.
Далее вяжем хвостик. Хвостик я предлагаю связать более пушистой ворсистой пряжей, типа панда, турецкая пряжа. Картиночку этой пряжи я размещу здесь на экране, чтобы вы понимали, что я имею в виду. Эта идея пришла мне недавно, и этой идеей я поделилась в сторис в Инстаграм, если вы там следите за мной. И здесь тоже на YouTube-канале. Здесь сторис называется «Сюжеты». Так вот, на данный момент у меня нет такой ворсистой пушистой пряжи в наличии, поэтому пока буду вязать плюшевой пряжей, показывать, как вяжется хвостик. Но думаю, к моменту пришивания хвостика я уже обзаведусь этой пряжей и перевяжу, и пришью уже пушистенький хвостик. Мне кажется, такой хвостик будет намного милее смотреться. Итак, набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Провязали первый ряд, следующий ряд второй, и в этом ряду вяжем 6 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали следующий ряд, третий, и в этом ряду вяжем так. В начале ряда вяжем 3 прибавки подряд. Первая прибавка, третья прибавка. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем опять 3 прибавки подряд. Первая прибавка, третья прибавка. И до конца ряда вяжем 3 столбика без накида. В этом ряду у нас должно получиться 18 петель. Благодаря такому вязанию наш хвостик получился не круглым, а более овальным. Следующие 2 ряда, 4 и 5, вяжем без изменения. В каждом ряду по 18 столбиков без накида. Провязали. В конце ряда вяжем соединительную петлю, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Хвостик готов. При пришивании хвостика к игрушке изделие нужно будет предварительно вывернуть на изнаночную сторону. Вот она, лицевая сторона. Все хвостики я протянула на лицевую сторону и между собой завязала, чтобы они не мешались. Вот. И вот она, изнаночная сторона. Она более такая букулированная. Мне кажется, что она симпатичнее смотрится. Вот этот хвостик тоже я выворачивала на изнаночную сторону и пришила. И даже если будете хвостик вязать ворсистой пряжи, при вязании ворсистой пряжи изделие так и так надо будет выворачивать на изнаночную сторону, потому что вся более пушистая ворса остается на изнаночной стороне. Далее вяжем верхние лапки. Вяжем пришивной вариант, но в конце вязания я скажу, как закончить вязание так, чтобы оно подходило для крепления суставами. Итак, берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Провязали первый ряд. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 6 столбиков без накида. Это у нас второй и третий ряды. Провязали. Новый ряд можно отметить маркером. Следующий ряд по счету 4, и в этом ряду вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Итоговое количество петель у нас должно получиться 9. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 5, этот ряд мы вяжем без изменения. 9 столбиков без накида.
Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд шестой. В начале этого ряда вяжем 3 прибавки подряд. Первая прибавка, третья прибавка. До конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд седьмой. В этом ряду в начале ряда вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Такую комбинацию всего мы провяжем 3 раза. Провязали и до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 15. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд восьмой. Этот ряд мы вяжем без изменения, 15 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд девятый. В этом ряду вяжем 13 столбиков без накида. Те, кто будут крепить детальки эти суставами, в девятом ряду провяжите все 15 столбиков без накида. Провязали, вытянем слегка петлю и немного наполним наполнителем верхнюю лапку, совсем чуть-чуть, буквально вот эту вот часть. Итак, для варианта суставного крепления мы 9 ряд провязали полностью без изменения, 15 столбиков без накида, и 10 ряд тоже провяжем без изменения, 15 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 11. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так мы вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 10. Это последний ряд. Провязали, далее вставляем суставчик, и вот эти вот 2 ряда мы не провязываем вместе, а сшиваем. Отрезаем нить, оставляем хвостик подлиннее и помогаем себе крючком меньшего размера, подхватываем на внутренней стороне переднюю стеночку петли, а на наружной стороне мы подхватываем уже заднюю стеночку петли и протягиваем рабочую нить. Я отрезать не буду, потому что я вернусь к вязанию пришивной детальки, поэтому просто я показываю. Вот так вот протягиваем, и далее также мы опять обвиваем, подхватываем переднюю стеночку петли на одном ряду, на втором ряду мы подхватываем заднюю стеночку петли, протягиваем рабочую нить и таким вот образом соединяем, чтобы край был мягким и менее заметным. И давайте расскажу, как связать ножку для суставного крепления. Итак, в этой ножке последние 3 ряда мы провязали без изменения, в каждом ряду по 24 столбика без накида. Для суставного крепления провяжем 4 ряда без изменения, то есть с 12 по 15 ряды включительно вяжем без изменения, в каждом ряду по 24 столбика без накида. Далее 16 ряд последний, в этом ряду мы вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Провяжем так до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Далее складываем вязание пополам и прошиваем так же, как я показывала на верхней лапке. Продолжаем вязание пришивной детальки. В последнем 9 ряду мы провязали 13 столбиков без накида. Маркер можно снять, он нам больше не понадобится. Складываем наше вязание пополам и провяжем
2 вот эти ряда вместе провяжем 7 столбиков без накида. Крайний столбик провяжу крючком меньшего размера. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем вовнутрь верхней лапки. Одна верхняя лапка у нас готова, вторую вяжем точно так же. Далее вяжем морковь. Берем плюшевую пряжу цвет моркови, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Провязали первый ряд, второй ряд вяжем без изменения. 4 столбика без накида. Провязали следующий ряд, третий. В этом ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так мы вяжем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали следующий ряд, четвертый. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Провязали следующий ряд, пятый. В этом ряду вяжем 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 10. Провязали следующий ряд, шестой. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 3, 4 плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Далее можно отметить новый ряд маркером, и следующие 7 рядов вяжем без изменения с 7 ряда по 13 включительно. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним наше вязание наполнителем. Наполняем средней плотности. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 14, и в этом ряду вяжем 6 убавок подряд. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 6. Последнюю убавку не довязываем до конца, на ней мы перейдем к цвету листьев. Итак, последняя убавка. Не довязываем ее до конца. Берем плюшевую пряжу в цвет зелени моркови и довяжем эту убавку. Далее, что мы делаем? Вяжем в первую петлю 1 столбик без накида. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В обратную сторону по цепочке вяжем, начиная со второй петли от крючка, вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 5. Вяжем второй столбик без накида.
И от этого второго столбика без накида также поднимаемся вверх. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 5 столбиков без накида. Вяжем в основное вязание столбик без накида. Вяжем это третий столбик без накида. И повторяем вязание. Сделаем вот такие вот лепестки. Еще 3 таких лепестка. Провязали. Вяжем последний шестой столбик без накида. Рабочую нить протягиваем и оставляем хвостик длиною сантиметров 10. Пряжу отрезаем. И этим хвостиком стянем вот это вот отверстие, обвивая каждую петелечку. Вот эти вот, которые между лепестками мы вязали столбики без накида. Вот, обвиваем вот так вот и подтягиваем. Подхватываем вторую петлю, обвиваем и подтягиваем. Морковь полностью готова. Вот в этом районе сквозь столбики протягиваем ленту. Этой лентой мы потом привяжем морковь к игрушке. И продолжим наше вязание и даже уже закончим в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить третью, заключительную часть видео мастер-класса «Кролик-зайка». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!